меня вот такой вопрос, связанный, сейчас мягко такой перетекает сразу же на бизнес, да. Вот какие проблемы, точнее, какие установки мешают человеку, расти в бизнесе? С чем это связано? Потому что на самом деле это достаточно такая большая проблема и большие запросы, ну, люди с этим обращаются. Вот что за барьеры у нас сидят внутри нашего подсознания, И, которые мешают нам м, выстраивать классный бизнес и богатеть. Барьеров огромное количество, и все барьеры, как ни странно, из детства. Мгм. Вот. Первый основной барьер – это целеполагание. Например, вот для тех, кто не в теме, хотелось бы более развернутый ответ. Когда люди занимаются бизнесом, они ставят перед собой цель Мгм. какую-то. Вот. И в некоторых ситуациях цель является угодить папе, маме, бабушке. Иногда целью является угодить роду, Мгм. родовые программы. То есть бизнес, он сам по себе человека не интересует. Бизнес – это только как способ реализовать заложенные программы. И человек в бизнесе не самореализуется, а он выполняет повинность. Родовую, там, семейную. Мгм. И, соответственно, до какого-то момента, когда программа удовлетворена, вот человек дорастает до определенного момента. Да? Там, до определенного объема денежных средств, например. Мгм. Вот. Ну, родители не могли себе представить больше миллиона рублей. Ну, ладно, человек так напрягся, в 100 раз больше, миллион долларов заработал. Мгм. Вот. Все, родительскую программу выполнил. Мгм. А, Деятельность закончена, родители довольны. Что ему делать дальше? Вот такой вот вопрос. Вот человек вот выполнил родительскую программу, заработал больше, да? Но почему, как он заработал больше, вот вроде бы есть деньги, потом бац, и они куда-то исчезают. Прям какие-то сразу же траты резкие Да. пошли и не удерживаются у него в руках. Вроде бы вот деньги есть, а куда бы их потратить? Ну ладно, пускай лежат, и бац, складывается так обстоятельства, то что все Ну, под ноль. Почему? понимаете, бизнес – это же постоянная игра. Мгм. Но Да. почему это происходит? Надо разделять владение и бизнес. А подробнее можно? Владение – это способность человека накапливать и удерживать М. имущество, ну, в целом имущество можно назвать. Вот. А бизнес – это больше общения, больше к Коммуникация с людьми. коммуникации, больше к совершению сделок, к совершению действий. Мгм. Бизнес больше к жизни, больше к движению. Мгм. Вот. А накопление и владение – это больше к такому м, к устойчивому состоянию. Вот. Чтобы обладать владением, да, и обладанием, это как бы надо родиться в семье владетелей и обладателей. А как обрести вот эти вот качества и программы? Это же возможно, Ну, согласитесь. честно, в третьем поколении. Почему в третьем поколении? Папа должен быть герцогом, дедушка должен быть герцогом, и я герцог. Не, ну это если человек действительно туда хочет идти. То Да. есть у нас же не просто так вот эти программы зарождаются, да? Значит, мы понимаем, к чему идем. Потому что не все хотят, там, не знаю, быть герцогом или женой. Снижать. Да. Накапливать и удерживать Накапливать. или зарабатывать, то есть пропускать сквозь себя определенный денежный поток, используя его для удовлетворения своих потребностей. Немножко разные задачи. Мгм. Так Вот. как удерживать вот этот? 3 поколения. Ну, как хотя бы начать, чтобы получалось удерживать? Чтобы начать, чтобы получалось удерживать, первое, должна быть идея, как ни странно. Мгм. Должна быть идея, которая за счет этой собственности, за счет этой массы мировой будет реализовываться. Какой массы мировой? Ну, собственно, собственность, недвижимость, денежные средства, Мгм. они все возникают и остаются в доступности человека за счет наличия идеи, выходящей за пределы его жизни. Мгм.
Ну, а примеры за пределы его жизни выходящие, чтобы люди поняли. Ротшильды, например. Что? Ротшильды. Ах, понятно. Целые семейства. Это достаточно устойчивые. Ну, например, старая аристократия. Мгм. Ну вот, Юсуповы, кого там еще, Ягужинские. Э, Все они родовые, родовая знать. Мгм. Все они так или иначе м, работали на идею, которая выражена в их девизах. Мгм. Родовой девиз. Вот, пожалуйста. Это идея, которая передается от отца к сыну. И И они с этими программами живут. они с этим программами живут. Другое дело, что эти программы, они позитивные. Мгм. Но любую программу можно же все-таки удалить, поменять. Можно, Да. можно. Но вот если возвращаться к бизнесу, проблема с накоплением, проблема с удержанием собственности. Это проблема родовая в большинстве случаев. У многих, особенно проживших советские годы, проблема с собственностью встает во весь рост. Когда в ранние коммунистические годы люди за счет от собственности потеряли. Мгм. Вот. И такие родовые программы, они закладывают определенные реакции. Человек рассказывает о том, что он хочет владеть миллионом рублей. Мгм. Вот. А я наблюдаю за человеком и вижу, что как только он говорит там про миллион рублей, про достаточно большую сумму денег, он зажимается. И с чем это связано? Страшно? Страшно. Мгм. Только страшно, только ему самому не страшно. Мгм. Но когда, Телу. да, когда прабабушка рассказывала бабушке, как пришли комиссары, Мгм. вот, прабабушка показывала бабушке, кроме страшных комиссаров, она еще показала собственную реакцию. Мгм. Боялась, зажималась. Бабушка смотрела на прабабушку, сочувствовала прабабушке, понимала, как их обидели комиссары, и повторяла внутри себя, сама того не ведая, паттерн прабабушки зажиматься. Мгм. Теперь бабушка, когда маме рассказывала про богатство рода и просто про деньги, она тоже она зажималась. Мама посмотрела, что надо зажиматься, когда Мгм. говоришь про деньги. Теперь как бы мама, ну, в Советском Союзе жила, она как бы могла только рассказывать про богатство. Мгм. При этом, ну, по советским меркам, может быть, семьи были зажиточными даже, но богатством не обладали. И богатство было такой вот мечтой, Мгм. определенной идеей. Все, человек рос в семье, приходит, и для него богатство – это зажим. Мгм. То есть, а вот как психологические травмы или негативный опыт прошлого также может влиять на бизнес, на развитие Ну, бизнеса? проблема с общением. Мгм. Человек не может, например, человек не может рассказать по какой-то причине о своем бизнесе. Не может рассказать, соответственно, и не получает достаточно внимания публики. Мгм. Да. Соответственно, поток общения, количество информационных линий у него, по которым к нему денежки приходят, Мгм. у него недостаточно для того, что он хочет. Вот. Человек не может сказать что-то интересное. Ну, собственно говоря, для того, чтобы иметь бизнес, надо, для того, чтобы зарабатывать деньги, надо предлагать что-то Но деньги любят обществу. общение. Конечно. Вот. Либо надо иметь определенное количество людей, которые согласны поддерживать право отнимать. У нас, собственно говоря, есть два способа получать деньги. Это отнимать и зарабатывать. Мгм. А что значит под словом отнимать? А отнимать деньги, ну, например, арендодатель. Мгм. Человек, у которого и так большое количество собственности, он сдает в аренду.
помещении. Мгм. Вот он за счет закона, за счет договоров, он все-таки отнимает, забирает часть денег за счет того, что предоставляет возможность там, пожить в жилье. Да? Мгм. Но сам он никакие услуги, да, не предоставляет. Мгм. Какие психологические барьеры, установки могут мешать масштабу человека как личности с его бизнесом? Собственно говоря, только проблема, опять же, с целеполаганием, с представлением. Мгм. А какие есть вот приемы, вот, чтобы, например, вот люди их попробовали применить сейчас? Может быть, есть что-то из Э, вашей практики? можно, например, себя потестировать на сумму денежную, которой вы в состоянии распоряжаться. Мгм. Вот. М, Это просто на потолке. Лечь спокойно, расслабиться, на потолке представить сумму, которая у вас есть сейчас. Мгм. Оценить, насколько вы себя хорошо чувствуете. Мгм. Там Это... сказать 1 000 000, 2 Да, миллиона, потом, 5. представить сумму в 2 раза больше. Мгм. Обратить внимание, что происходит. Зажим происходит или, например, наоборот, расширение. Мгм. Если происходит зажим, надо к психологу обращаться, Ну, или к гипнотерапевту. к терапевту, к Мгм. специалисту. Мгм. Вот. Дальнейшее увеличение дохода, оно просто связано с преодолением себя, а вставший на цыпочки долго не простоит. А вот Вот. а, как вот такие установки, опять же, из детства, то, что деньги это зло, могут мешать действительно финансовому росту? Опять же, деньги зло, это вербальная форма. А человек сталкивается с деньгами, и он чувствует себя дискомфортно. Мгм. И на уровне, просто на физиологическом уровне он старается избежать Мгм. попадания в ситуацию, где он испытывает дискомфорт. Причины дискомфорта разные.